В общем, ты. Сейчас мы Эй, с тобой... агент, о, привет! Слушай, я тут заносил этому клиенту, типа... Ты. Пообещай, что ты не забудешь меня. Я хочу быть уверен, что останусь в памяти великого человека. Тяжело начинать серию, зная, что придется напомнить о смерти того, с кого началась вся эта история. Покойся с миром, Бурис. Всем привет, дорогие друзья, я Лол-Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лол-Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы добыли солнце Селиасет. Но ценой чего? Ценой огромного количества жизней. Погибла буквально вся команда, которая приплыла на Зеленый континент. Солдаты Амара, приспешники Тойфетуна и... да... даже Бурис. Предыдущая серия оставила достаточно сильный эмоциональный след, ибо хоть произошедшее и было показано резко, тем не менее есть осознание, которое иногда приходит далеко не сразу. Поэтому, ребят, давайте просто продолжим. Прямо сейчас мы плывем обратно в Нарфонис, и по идее, если верить Салику, у нас последний огонь. Но именно это наш козырь в рукаве. Мы знаем то, что есть еще один огонь, но мы не знаем, что это, кто это, чье это, поэтому да, опять же, продолжаем. Эй, Синдбад, привет. Да? О, Ло, здорово. Слушай, не отвлекай меня, пожалуйста. Я еще не привык таким большим кораблем управлять. Если что, мы уже подплываем к Нарфонису, да. Будем минут через 20. Через 20. Ох. И еще, слушай, там Дана где-то в трюме спит. Ты сходи, на всякий разбуди ее. Я ее ненавижу. Она меня бесит, она... да, злая. Но мне ее так жаль. Я знаю, как мне было больно, когда я потерял Мусфиру, а она-то не превращалась в монстра. Я ее не убивал. Даже тяжело представить, каково сейчас Дания. Да, она злая, но мне-то помогла. Чего ей было помогать-то мне, да? Могла ведь и правда просто бросить в том доме. Она и едой поделилась, и руку мне залечила. Слушай, ладно, все, короче, не отвлекай. А то еще разобьемся перед самым портом. Не, нам это не надо. Песок — это тебе не вода, Ло. Не доплывем до берега. Справедливо. Ладно, каждый пытается просто не думать об этом, да? Но всю грязную работу разбудить Дану перевесили на меня. Дана — это человек, который может сейчас такое выпалить на эмоциях. Ну ладно, пойдем разбудим. Где она там? Наверное, в той самой когда-то запретной комнате, вот здесь? А, нет. Кстати, погоди, а где? Вот здесь, по-моему, еще кровати были, да? Да. О. Спит. Я сейчас чувствую, что-то будет. Вот что-то будет, а? Дана? Что, кто это? Кому это? Кому это жить Тихо. надоело? Тихо. Это я. О, доброе утро. Тебя не учили не подкрадываться к девушкам, когда они спят? Что, неужели мы уже приплыли? Еще нет. Ну вот. То есть я потратила свои несколько мгновений счастливого неведения на тебя. Знаешь это чувство, когда только проснулся и еще не помнишь, что у тебя сердце разбито. Хотя не знаю, есть ли у Абда вообще хоть какое-то сердце. Проваливай отсюда! Мне нужно привести себя в порядок. И тебе доброе утро. Да, на всякий случай вот здесь пройдемся, мало ли что-то будет. Так, сундук пустой. Ну, ладно, доброе утро, Дана, просыпайся. О, стоп, что? О. А, так мы приплыли. Ничего себе переходик. Так, а Дана... Дана, видимо, еще там, да? Синдбад? Что, как оно? О, Ло, вот ты где. Слушай, знаешь что, если я правильно понял, то получается все огни найдены, да? И чем же мне теперь заниматься-то? Ты ведь, наверное, заметил, что сами огни меня не особо-то и интересуют. Моей целью был путь. Пойду, наверное, в библиотеку при храме Хэта теперь. Может, узнаю, что еще можно искать в Мисре. Передай злыдне мои прощания. Пока! Пока, Синдбад. Так, и что? Ты меня... Эй, ты! Чего стоишь? Давай, иди к своей госпоже! У тебя-то еще есть шанс поймать ее дома. А я пойду договариваться о похоронах Буриса. Я не позволю уйти ему бесследно. Не позволю. Ладно. Ну, что ты стоишь? Господи. Проваливай давай!
Пока. Блин, я что-то даже не знаю, у меня какие-то смешанные ощущения от того, что я прибыл домой. Привет всем! А у меня вот солнце Селиасет, кстати. Ну ладно, я, наверное, даже по рынку гулять особо не буду. Просто пойдем к дому Акетры. На всякий случай пройдем через город, мало ли что-то случится. Так. Здесь у нас толпа, которая... просто что-то обсуждает, понятно. На всякий случай в храм и зайдем, мало ли. Но, наверное, все-таки да, мне нужно просто сейчас домой. Черт возьми, то есть я сейчас всем расскажу то, что Буриса не стало. Да еще и самое главное, как не стало. Он превратился в монстра. Ага, ну на подходе к дому ничего не произошло, но наверняка произойдет что-то здесь. Всем привет. Вот как-то так. То есть, как только Дана, Бурис и твой обденыш вернутся, отправляемся сразу. Тянуть дальше нет смысла. Угу. Но я надеюсь, что ты пришел не только для того, чтобы сказать мне это. Ты давно обещал посвятить меня в план с тем, что будет в отправлении. Тихо. И я... О, ты погляди, а вот и Лулошка. Ну, рассказывай, какие у вас результаты? Так, погоди, да блин, ребята, я мог и послушать, что там в отправлении. Мы потеряли всех, остались в живых только я, Дана и Синдбад. Мы нашли солнце. Это было не очень сложно, особенно когда мы перебили целое племя жителей. Я ничего тебе не скажу, Салик. Ну ладно, я скажу... Наверное, при каких-то других обстоятельствах я бы не сказал, но мы потеряли всех. Остались в живых только я, Дана и Синдбад. Нет, подожди. А как же Бурис? Неужели он погиб? Скажи мне, а солнце-то вы добыли? Тебя интересует только это, да? Да, мы добыли солнце, господи. О, отлично, молодцы. Придерживаемся нашего изначального плана. За сегодня мы не успеем снарядить корабли, но, думаю, завтра к вечеру уже все будут готовы. Салик, да как ты можешь так спокойно рассуждать об этом? Буриса еще даже не похоронили, как подобает, а ты уже Но просто... не начинай, не надо, Акетра. Что я уже? Дорогая моя, скажи мне, чего ты хочешь больше? Воздать почести старому капитану? Или же поскорее увидеть другие миры? Я бы хотела, чтобы у тебя была хоть капля человечности. Человечности? Что ж, я буквально стал богом этого мира, Акетра. Человечности. Мне некогда размышлять о подобном. Ты монстр. Да, ну началось опять эти реакции. В общем, ты, сейчас Эй, мы с тобой... Акетра, о, привет! Слушай, я тут заносил одному клиенту кипа... Ты... Это невероятно. Нет. Да, конечно, сынок. В это сложно поверить, но вот он я. Посмотри, кем я стал. Забудь про то небольшое недоразумение с моей смертью. Моя организация теперь контролирует весь мистер Джамиль. Теперь я могу дать тебе все, что пожелаешь. Ну? Чего? Ты даже не обнимешь папаню, что ли? Знаешь, я действительно удивлен тебя встретить, и у меня много вопросов, но... Нет. А? Что значит нет? Да то, что мне противно осознавать, что ты хладнокровно заставил меня пережить потерю обоих родителей. Ты даже не представляешь, с каким трудом я сейчас сдерживаюсь, чтобы не набить тебе морду. Я просто не хочу, чтобы Акетра видела меня таким. Джамиль, ты ведь понимаешь, что в той жизни я бы не смог стать тем, кем стал? Мне нужно было умереть, чтобы восстать в истинном великолепии. Что ты... Да о чем ты вообще сейчас говоришь? Мне не нужно было никакого великолепия. Мне нужен был отец. Ну так вот же я! Теперь я не только отец, но еще и самый могущественный человек Мисра! Ты вообще не понимаешь, что несешь, да плевать мне на это! Будь то хоть сам бог-фараон, плевать! Кто? Ты мне не отец, хра тебе! Ну и ладно. Каким же слабохарактером тебя воспитала Лейла. Прекрати, Салик! Уходи отсюда! Уходи, пока Джамиль не перешел черту!
Выбора у меня нет. Мы все подготовим, но уходи. Просто уходи. Ну и уйду. Встретимся в порту. Ну, тоже мне. Сейчас... Повторяю, просто уйди. Ну, ладно, ладно. Акетра! Акетра, неужели ты знала? Да, Джамиль, знала. Ну, теперь я хотя бы понял, что ты от меня так усиленно скрывала. Это ничего. Ничего. Я не злюсь. Нет. Ни капельки. Знаешь, я даже рад, что ты мне не рассказывала. Да. Кто знает, что я бы сделал с этой информацией, верно? Да я и сейчас, честно говоря, не знаю, что мне делать. Как думаешь, это глупо, что теперь, когда я знаю, что он жив, я не рад, а наоборот хотел, чтобы он был бы мертв? О, Джамиль. Слушай, он твой отец, Джамиль. И да, он ужасно с тобой обошелся. Теперь же тебе нужно решить, можешь ты такое простить или нет. А мы примем любое твое решение. Ну, Акетра. Ну, господи. Чмокнитесь. Акетра, спасибо тебе. Ты всегда знаешь, что сказать. Ладно, пошел, получается, думать, что теперь делать. Да уж. О, и, кстати, Масалама. Пока. Масалама. О, Лолошка, я теперь... Я не понимаю, надо было раньше ему сказать или нет. Как сложно, как сложно. Или, может быть, правильный момент для таких новостей не существует. Стоп, подожди. Я только сейчас поняла. Ты сказала, что вы вернулись с Синдбадом? Чего? Но вы же уплывали без него. Опять мореход вляпался в какую-то историю, да? Знаешь, я очень люблю слушать всякие истории, но... Нет, эту слушать я не готова. Как себя сейчас чувствует Дана? Как она перенесла смерть Буриса? Акетра, он превратился в монстра. Он напал на нее, и ей пришлось его убить. О, какой ужас. Я сейчас знаю, где она. Я должна ее как-то поддержать. За все время, что мы были вынуждены провести вместе, я даже как-то привыкла к ней, что ли. Даже поняла, что у нас много общего. Какой бы равнодушной она ни была внешне, такую утрату никто не должен переживать. Никто не должен переживать в одиночестве. Да. Лолошка, пока приготовься к плаванию. Салик не отступится от своей идеи плыть завтра. Это наш последний путь. Да, хорошо. Наш последний путь. О, Сдерик. О, господи, что такое? Бедный Лолошка! Ты как, а? Не представляю себе, через что тебе пришлось пройти. Я подслушал все разговоры с момента, как пришел Салик. Этот самодовольный болван отвратителен. Ты слышал, как он отреагировал, когда Джамиль сказал, что он ему не отец, а? Ну и ладно! Он сказал, ну и ладно! Как вообще можно так реагировать, а? Как можно скрывать себя от своего сына и потом так нелепо оправдываться? Ты, блин, а... Прости, я понимаю, что сейчас это малейшая из наших проблем. Но смерть Буриса... Черт, да у меня ж просто не укладывается это в голове. Я не могу поверить, я не могу понять. Когда ты сказал, что все участники вашей экспедиции погибли, я даже на секунду подумал, что Буриса с вами не было. Это ужасно. Господи. Я не знаю, что сказать, Лолошка. Может быть и к лучшему, что мы уже завтра отправимся на остров смерти. К лучшему, потому что мне нужно время, чтобы боль утихла. Всем нам. Я однозначно отправляюсь с вами. Наверное, заполнить пустоту в душе безумным походом против богов — это не худший из вариантов, да? Только вот мне не нравится, что Акетра назвала это последним путем. Звучит как-то тревожно, не находишь? С кем бы ты хотел повидаться, если бы это был действительно твой последний путь, а, Лолошка? Я, наверное, пойду выпью с ребятами-строителями из храма Хетентепа, да. Вот. Это мой финальный путь. Увидимся, Ло.
пока. Ну, четко, конечно, нам намекнули про этот последний путь. А с кем бы я хотел увидеться? Абди! Точно! Где Абди? Эй, всем привет! Так, здесь никого нет. Блин, ну это прям, конечно, жесткий намек на финал. То есть мы отправляемся на остров, последний остров, на котором мы ни разу не были. Остров смерти. Абди? О, Лолошка, вы в порядке, я так рад. Да, А мы вот, кстати, с Хануф, мы поливали цветы. Вот просто решили присесть ненадолго и... Эй, Хануф, я думаю, Лолошка знает, что мы с тобой, как бы... Абди, ну конечно же он знает. Но не обязательно же ему знать, что мы тут от работы отлыниваем. Я тебе сразу сказала, наши чувства никогда не могут затмить нашу лояльность госпоже. Помнишь? Ну да. Слушай, ты, кстати, расскажи, как у вас там все прошло? О, я слышала голос Салика. Надеюсь, он уже ушел. Он такой скользкий и склизкий. Как его имя, да. Наверное, нельзя так про других людей говорить, да? О, не волнуйся, я никому не расскажу. Слушай, Лолошка, ты если что не переживай. Мы тут сами все закончим. Все уберем. Тут-то вроде бы... Может быть, ты с Дереку с готовкой поможешь, а? Или подметешь в выставочном зале. Как думаешь? Типа вы меня опрокинули? Реально? Чё, реально? Погоди, а может быть я да отвечу? Ну типа давай. Или давай, окей, ок. Нет? Может быть ты поможешь с Дереку с готовкой? Ну с Дерек ушел. Подметешь в выставочном зале. А чё, я реально могу это сделать? Мне даже просто интересно стало. Так, как я могу это сделать? Или это так, просто вкинутая фраза? Я думаю, вы сами замечаете то, что у Абди и Хануф сейчас такой цветочный период. Им никто не нужен, кроме их самих. Парочка, которая влюбилась друг в друга. И вот они хотят время проводить только вместе. Да, то есть даже я уже им не нужен. Ладно, пойдем отсюда. Есть у меня еще одна идея, с кем я могу пересечься. Это Зариф. Это, возможно, Фарах. Конечно, Фарах это такой персонаж, с которым я не особо бы хотел говорить, но тем не менее. Далее, я бы попробовал, наверное, зайти сюда в храм. Ну да, в целом это как будто было очевидно, нельзя. И, возможно, я бы хотел тет-а-тет, то есть 1 на 1, поговорить с Джамилем. Может быть, он мне что-нибудь расскажет новенькое. Эй, всем привет. Так, по идее, здесь... закрыто. Так, ну тогда у меня остается, я не знаю, Зариф. Просто я не понимаю, вот эти вот четкие, огромные, масштабные намеки про последний путь. Это что же означает, что мы не вернемся больше, да? Это намек на то, что мне бы желательно утены все потратить. Да? Прокачка огней это реально самое крутое, что я делал. Здрасте, торговать. Так. Тотем бессмертия. Кстати, возьмем. Да-да-да. Положим куда-нибудь сюда. Далее, зачарованное золотое яблоко у меня 2 штуки. Купить за 200. Чего? Погоди, я могу продать золотое яблоко и могу купить. Но при этом это обычное я могу продать, а здесь я могу зачарованное купить. Не, покупать я ничего не буду. Но вот золотое яблоко, может быть у меня, кстати, где-то есть. Может быть я реально продам. Так, короче, сейчас я к тебе еще вернусь. На всякий случай проверю, могу ли я с кем-то... Фарах и Зариф, да ладно! По-моему, это первый раз, когда они вдвоем разговаривают. Вспомнишь их двоих, и вот они. Если заранее закупить хорошие инструменты, которые прослужат долго, то это будет дешевле, чем часто покупать просто дешевые. Но это же такие большие затраты в один момент, ты что? Слушай, Фарах, я понимаю твою позицию, но шахты служат десятилетиями. Дешевые инструменты в долгосрочной перспективе обходятся дороже. Ну, ты почти убедил меня, глупый торговец. Ну какой... ну ложка! Ха, смотри-ка, а мы тут с твоим комендантом вторым познакомились. Эй, а почему это я второй, а? Я вообще-то первый. На Шахтерских островах шахта открылась раньше, чем в проливе. А еще я занимаюсь кристальной шахтой, да. Но моя шахта все еще куда эффективнее работает, чем 2 твои. Это изменится, вот увидишь. Мы тут поговорили с Зарифом. Абд, не мог бы ты вложиться в новые инструменты? Мне нужно всего 500 утенов. Реально? Держи, почему нет 500 утенов. Честно говоря, учитывая то, что последующие там, возможно, 2-3 серии будут финальными, я даже как-то не думаю, что мне 500 утенов нужно тратить. Давай, друзья, я долго думал, вы отлично справляетесь, и я вам не нужен. Я хочу передать вам шахты целиком.
Ты что такое говоришь? Почему ты так резко передумал, Лолошка? Ну, да, я не уверен, что смогу работать без серьезной руки надо мной. Я бы предпочел, чтобы это была рука твоей прекрасной госпожи. Но привык терпеть и твою, да, вот. О, эй, слушай, а помнишь, я тебе дал руду из своей шахты, а? Можешь принести, пожалуйста? Я покажу тебе, как с ней обращаться. Ну, да, ладно, понял. Ты тогда сам придешь ко мне на корабль, как освободишься, да? Давай. Вот, 500 утенов сэкономили. Эй, Лолошка, что случилось? Я видел корабль Буриса в порту, даже ходил туда, но ни Буриса, ни его команды не нашел. А, это как-то связано с твоим желанием отказаться от шахт, да? Неужели Бурис тебя как-то задирает? Говори, Лолошка. Эх, Заривка, все куда тяжелее. Да никак это не связано. Отстань, Зарив. Бурис теперь с Кнефом Тити. Да, Зарив, Бурис сказал, что из меня плохой владелец шахт. И что абды не должны шахтами заниматься. Солгать. Зарив, Бурис теперь с Кнефом Тити. Что? Как? Но ведь... Бурис был единственным роносовцем, которого я выносил. С кем мне теперь припираться? Но... Подожди. Почему же ты тогда отдаешь нам шахты? Ты же не собираешься меня тоже оставить, Лолошка? Недавно ушла мама. Теперь Бурис. А теперь еще и ты. Я не смогу. Я небольшой мальчик. Я не сумею справиться один, Лолошка. Да, черт. Да никуда я не денусь, Зарив. Солгать. Да, и даже мой персонаж понимает то, что я солгу, если я скажу, что никуда не денусь. Это просто невероятно. Блин. Эти финальные серии. Послушай, Зарив, Кнеф Мтити дала тебе второй шанс, потому что ты потрясающий. Сам. Не из-за меня или Буриса. Ты справишься, ты найдешь новых друзей, поверь мне. Прости, я не знал про твою маму. Я очень соболезную, Зарив. Послушай, Зарив, Кнеф Мтити дала тебе второй шанс, потому что ты сам, без кого-либо, потрясающий. Нет, Лолошка. Ты действительно собрался меня покинуть? Я так счастлив, что ты был моим другом. Я знал, что когда-то это закончится. С момента, как я познакомился с тобой в заброшенном порту Зеленого, я знал, что у тебя есть какое-то предназначение, какая-то цель. Я знал, что ты не отступишься, даже когда вас внесли в список, помнишь? И поэтому я знал, что наступит момент, когда мы будем должны попрощаться навсегда. Но я не ожидал, что этот момент наступит так быстро. Пожалуйста, пообещай мне. Пообещай, что ты не забудешь меня. Я хочу быть уверен, что останусь в памяти великого человека. Ты для меня великий человек. Я никогда тебя не забуду. А теперь оставь меня. Я не хочу, чтобы ты видел мои слезы. Да нет, стой. Удачи тебе, мой первый и самый дорогой друг. О ты, ё-моё. Вот так вот, А ведь это и правда. Я действительно единственный друг Зарифа. Об этом говорила даже его мама. Нам по сюжету ведь даже и не рассказывали больше ничего про его маму. Я не знаю, на эмоции выводит, но можем ли мы с кем-то еще поговорить? Может быть, с тем же Фарахом? Эй, Фарах. Привет. Сел тут, что-то делаешь, да? Ну-ка. О, я могу куда-то сплавать. Вот это, я так понимаю, кстати, будет остров смерти. И раз уж мы сэкономили только что 500 утенов, ребят, давайте так и быть. Наконец-то мы потратим очень много денег на опыт. Еще раз здравствуйте, торговать. Приобретаем, ну, наверное, 4 стака пузырьков опыта. Того это выходит как раз-таки 300 утенов. Не, давай еще больше. Вот так, замечательно, 5 стаков. Далее сразу хотя бы 1 стак используем. А можно даже 2 стака. Итого у нас 24 уровня. О, да! Я могу прокачать что угодно, как угодно. Мне нужно всего лишь, например, солнце Селиасет. Далее, благодатный свет. Итак, улучшение увеличивает радиус, а также повышает температуру солнца, что делает его эффективнее. Здесь 5 звезд, здесь 5 звезд, здесь 5 звезд. Чтобы улучшить, мне нужно 30 единиц опыта. Чего? 1 очко прокачки мне нужно. То есть, раз, два, все, улучшаем. Откат в итоге 9 секунд, радиус 12 блоков. Давай проверим, насколько он теперь больше. Давай.
То есть само солнце не становится больше. А я-то думал, что оно тоже будет увеличиваться в размерах. Ну блин. Я бы хотел посмотреть на огромное солнышко, если честно. Интересно, а если я сюда подойду, я могу еще с Зарифом поговорить? Ладно, я понял. Что ж, ребят, я могу быть не до конца уверен, но исходя из всех этих намеков, которые мы получаем, следующая серия вполне себе может стать финальной. Поэтому давайте глубоко вдохнем, выдохнем и будем готовы. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Данная серия подходит к концу. Невероятные эмоции испытываю на протяжении всех последних серий. И надеюсь, вы тоже. А вообще, если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и предфинальная серия, видимо. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.